Итак, у нас есть вот такое ведерко. Ой, это у нас что? Е91, 2006 год, 2 литра бензин. Приехал парень и больше никуда не уехал. Картинка такая. Бензонасос не отвечал, но по диагностике ошибки 2B69, 2B70 и 2B, по-моему, 4B. Потом гляну. Насос прозванивался нормально, но не запускался принудительно. Но и питания на него никакого не было. Пока, грубо говоря, подменный насос туда запихивали, насос-то загудел, но дело в том, что питания там так и не оказалось. И, как оказалось, тут есть болячка. Дело в том, что эта машина ссытся не только под капотом, но и все понаружи. Пока разбирались с этим, короче, завели, чтобы она хоть как-то ехала, там перемычку кидали от прикуривателя предохранителя на предохранитель бензонасоса 40-й. Умер вольватроник. Пока думали над вольватроником, умерла лямбда. Но оказалось все гораздо проще. При смеси этих ошибок у нас получается проблема либо там, ну там проблема изначально, сейчас покажу в чем была. Но еще вторая проблема, почему вольватроник может вызывать такие ошибки. Дело в том, что когда ссытся вот этот стоп, вот здесь мы набираем, он там опять мокро. Чуть-чуть подождем, постояло и все. И вот здесь получится, нет, да. Вот есть таких два контакта. Ну, в общем, там все сгнило. Предыдущий владелец справа гаечку поменял, а слева не поменял. В общем, кислотой обработал, почистил, поставил гайку, все заработало. Если что, вот этот отвечает за вольватроник, питание и все такое. Потому что под капотом блок, который находится вот здесь, тут релюха и предохранитель вольватроник, там все хорошо, чисто, сухенько. В принципе, все стоки здесь все хорошо, поэтому у меня вопрос, почему мокро здесь? А мокро здесь у нас почему? Я думал, релюха сдохла. А релюха не сдохла. Ой, какая красота. То есть вода тут стояла. Вот. Поплыло все. Сейчас на свет станем. Здесь вот видно. Сейчас вот. Сзади. Короче, на ноги сыпалось, пока разбирал. При том, что она так долго стояла в воде. Что? Вот. Это вот расслоилась плата. Вот. Короче, сейчас почищу. Так, сейчас почищу и это. Прозвоню все релюхи. Рабочие они, не рабочие. Если все рабочее, то посмотрим, может что-то восстановить надо. И пробуем завести. Если раз уж мы уже с вольватроником проблему решили. Лямбда может быть и действительно еще не такая мертвая. Но есть шанс, что это ведро отсюда уедет. Так, после некоторых тестов проверил, все релюхи щелкают. Это тоже щелкало. Вот она. Она отвечает за бензонасос и еще что-то. Но, подпаявшись, я заметил, что вот эта часть замыкается при срабатывании реле, это нет. Соответственно, если у нас бензонасос не срабатывал, то вот эта часть отвечает, вот эта часть реле отвечает за бензонасос. По сути, это обычная релюха, только она двойная. Поэтому здесь так много ножек. Ну вот, в принципе, причина почему. Она просто отгнила на гадость. Поскольку это обычное двойное реле, еще 2-3 дня ждать, пока такое придет, отдать за него 20 евро я не хочу. Было принято решение в это баварское чудо добавить чуть-чуть позитива, добавить чуть-чуть вага. Сделаем это, кстати, вот не знаю, ваг это или нет. Может, Toyota? Фиг его знает. Не помню. Помню, такие на Toyota стоят. Короче, лучик добра добавится в чудо инженерии баварского. Сделаю это на выносе на проводах. То есть, если опять это отрыгнет,
чтобы мне надо было разбирать пол машины для этого счастья. Да, пупся? Так, ну что, поскольку релюшку ждать долго и никто не хочет ее особо и покупать, а хотят уже ездить, денег никто не хочет тратить, было принято решение, поскольку ее не автоэлектрик косячить можно, сделать из одной релюхи две. Черненькая будет на бензонасос, а синяя, я не знаю, что она функцию выполняет. Выполняла в этом реле, но суть не в этом. Сделал штифты, взял кабель 2,5 квадрата, сделал, располовинил, сделал штифты, ну, залудил, впаял, сделал пеньки, и к ним подпаялся уже вот такими проводочками. Здесь сопли клей зафиксировал, потом это все счастье где-нибудь подожму внутри растяжечки, чтобы висело. Ну и в случае дальнейшего выхода из строя, ну да, колодок у меня тоже не было, естественно. Ну, будем сейчас закидывать, пробовать. Все было почищено, помыто, дорожки оказались вроде все целые, только пострадала сама плата. Ну, сейчас проверим. Так, ну и заключительный момент. Ну, еще бензонасос поменять, поставить новый вместо временки. Теперь это выглядит вот так. Вот она, релюха, релюхи точнее. И нету перемычки, которая была вон справа вверху желтенький. И посередине он желтенький. Вот раньше была там перемычечка 0,25. Кто-то поставил, не я. Я только не пользовался. Потому что насос постоянно лупил и это, работал и заклинил. Теперь так, включаю и включаю. Ключика нету. Где ключик? Что тебе дать? Я хочу. Ну, сейчас я тебе все, блин, дам. Так, ключик. А я что? Пупсине. Так. Я хочу. Один раз. Один раз нажми кнопку. Все, насос сработал. Тишина. И, в принципе, так, сцепление. О, и чек. Странно. Машина работает без чека. Что за BMW? Ну, в общем, это успех. Надеюсь, кому-то поможет. Сори, я не блогер. Будет выглядеть именно так. Всем пока.